Проблема опустынивания и деградации почв на протяжении десятилетий остается одним из самых серьезных вызовов для экологии и экономики Китая. Масштабы этого явления поражают. Северные регионы страны, граничащие с Монголией, Казахстаном и Киргизией, долгое время находились под угрозой превращения в безжизненные пустоши. В ответ на этот вызов Пекин инициировал проект, не имеющий аналогов в мировой истории по своей протяженности и амбициозности. Официально именуемая программой защитных лесов 3 северных регионов, эта инициатива получила в народе и мировых СМИ яркое название «Великая зеленая стена». Это живой барьер, призванный остановить экспансию песка и восстановить природный баланс там, где человеческая деятельность и климатические изменения нанесли наиболее болезненные раны. Истоки проблемы уходят корнями в середину XX века. Начиная с 1950-х годов, стремительная урбанизация и агрессивное расширение сельскохозяйственных угодий привели к тому, что огромные территории лишились естественного растительного покрова. Вырубка лесов под пашни и пастбища обнажила верхние слои почвы, сделав их беззащитными перед ветром. В условиях и без того засушливого климата северных регионов это спровоцировало катастрофическую эрозию. Природные факторы лишь усугубляли ситуацию. Гималайский хребет создает на границе с Монголией эффект дождевой тени, блокируя влажные воздушные массы и ограничивая количество осадков. Как результат, пустыни Гоби и Такла-Макан, занимающие вместе площадь около 1,6 миллиона квадратных километров, что сопоставимо с размерами Аляски, получили идеальные условия для роста. Масштаб проделанной работы впечатляет воображение. За время реализации проекта вдоль северных границ было высажено более 66 миллиардов деревьев. Государственная стратегия предусматривает продолжение этой миссии. В ближайшие 25 лет власти планируют посадить еще 34 миллиарда саженцев. Если этот грандиозный замысел будет доведен до конца, проект увеличит лесной покров Земли на 10% по сравнению с показателями конца 1970-х годов. Это вклад планетарного масштаба, направленный на смягчение последствий глобального потепления и борьбу с загрязнением атмосферы. Одним из знаковых достижений последнего военного времени стало завершение процесса окружения пустыни Такла-Макан кольцом растительности. Это позволило стабилизировать подвижные песчаные дюны, которые десятилетиями поглощали дороги и населенные пункты. В цифрах прогресс выглядит не менее убедительно. Если в 1949 году лесной покров Китая составлял скромные 10%, то сегодня он превышает 25%. К 2050 году общая протяженность зеленого пояса должна достигнуть 4500 километров, создав надежный щит для внутренних районов страны и столицы. Пекин, который долгое время страдал от удушающих песчаных бурь, приносящих пыль из Гоби, уже ощущает первые результаты. Количество дней с экстремально плохим качеством воздуха постепенно снижается. Однако, несмотря на триумфальные отчеты, эффективность Великой Зеленой Стены остается предметом острых научных дискуссий. Критики проекта указывают на то, что в погоне за количеством высаженных деревьев часто приносится в жертву биоразнообразие. Огромные участки засажены всего 1 или 2
видами деревьев, преимущественно быстрорастущими тополем и ивой. Такие монокультурные леса крайне уязвимы для вредителей и болезней. Горьким урожаем такого подхода стала катастрофа 2000 года в провинции Нинся, когда из-за вспышки инфекционного заболевания практически одновременно погиб 1 миллиард тополей. Если бы состав лесов был более разнообразным, патогены не смогли бы распространяться с такой пугающей скоростью, и экологический ущерб был бы минимальным. Более того, ученые выражают серьезную обеспокоенность по поводу гидрологического баланса. Посадка деревьев в экстремально засушливых районах может привести к обратному эффекту. Деревья требуют большого количества влаги, и в условиях дефицита осадков они начинают интенсивно истощать запасы грунтовых вод. Сянь Сюэ, эксперт Китайской академии наук, отмечает, что попытки озеленить естественные песчаные дюны и районы Гоби часто ведут к резкому снижению влажности почвы. В некоторых случаях это может даже ускорить процесс опустынивания, превращая некогда стабильные экосистемы в полностью обезвоженные зоны, где после гибели искусственных лесов не сможет расти даже трава. Современные экологи настаивают на смене парадигмы. Вместо массовой высадки саженцев в строчку необходимо делать ставку на природное восстановление и использование местных видов растений, адаптированных к суровым условиям. Пустыня Гоби по-прежнему ежегодно поглощает около 3600 квадратных километров пастбищ, напоминая о том, что природа сильнее любых искусственных барьеров. Битва за почву требует не только грубой силы и миллиардных инвестиций, но и тонкого понимания экосистемных процессов. Тем не менее, опыт Китая стал мощным стимулом для других стран. Он доказал, что масштабное государственное планирование способно развернуть вспять процессы, которые раньше считались необратимыми. Вдохновившись китайским примером, африканские страны инициировали свою «Великую зеленую стену» — грандиозный пояс зелени длиной 8000 километров, который должен протянуться от Сенегала до Джибути. Цель та же — остановить экспансию Сахары и вернуть жизнь в регион Сахеля. История Великой Зеленой Стены Китая — это история о человеческой воле и амбициях, о великих победах и не менее масштабных ошибках. Она служит напоминанием о том, что восстановление планеты — это не просто высадка деревьев, а сложный процесс созидания устойчивой живой среды, где каждое дерево должно быть на своем месте.